Сегодня мы отправляемся в поездку на самом большом круизном лайнере в мире. Мы проведем неделю на этом то ли плавучем городе с населением 10 тысяч человек, то ли торговом центре, то ли Диснейленде. Расскажу вам, как устроен быт, жизнь, какая у нас была каюта, сколько это стоило, стоит ли ехать вообще в круиз, кто едет в круиз, правда ли, что там одни пенсионеры, что это скучно, что это одно и то же, что там нечем заняться. Покажу вам город, в котором 15 ресторанов, каток, водные горки, детские зоны, торговые, развлекательные, бары, конечно, мимо не можем пройти. Все расскажу, давайте смотреть. Все, отправляемся в порт. Ура, мы на корабле. Все, поднялись на корабль. Такая атмосфера тут обалденная, конечно. Все готово к приему новых гостей. Только, я думаю, часа два назад выгрузились предыдущие пассажиры. И уже снова здравствуйте, праздник продолжается. И мы на неделю попадаем в этот курортный рай. Стоит немного рассказать, а кто такие Royal Caribbean. В 1968 году 3 норвежских судовладельца основали компанию для выхода на американский рынок круизов. И сейчас Royal Caribbean – это один из мировых лидеров. А теперь самое интересное. Нам нужно найти наш номер. Жмем 7-й этаж. Он говорит, лифт номер L. А лифт номер L – это вот один из 10 лифтов. Отвезет нас сейчас на 7-й этаж. Вот он пришел, лифт L. Вот лифт. Вот таблички знаменитые, кстати говоря. Saturday. А когда вы заезжаете, ваш багаж доставляют вот прям к каюте. 692, у нас 7716. Вот наша каюта. Ага. Вот наши ключи. Екатерина. Are you ready? Давай. Оп. Электрический ключ. Ура! Вот наша каютка, смотрите. Эта кепка на кровати как бы намекает, что Марк уже все-таки домой приходил. Вот такая у нас каюта, вот такой вид. Вот, собственно, каюта. Да, отличная. Вот диван этот раскладывается, Марков. Здесь какой-то шкаф, какие-то, видишь, даже прикольные корзинки. Шкаф с вешалками. Шкаф еще большой. Туалет. Кабина, вот полотенце. Мыться положили, бумага. Телек. Ну что, отличная вообще кровать. Бам, притягивается. Тут же корабль все-таки, как ни крути. А там что-то просто... А, вешалочки, кстати говоря, крючочки. Розетковый рай. Вот раз, два, три, даже европейского. Вот смотрите, какая есть. Розетка вот нашлась. То есть смотри, раз, два, USB. Вот здесь розетка, выключатель. Еще один USB. Старый. Вот здесь для телефона еще один USB. Здесь два USB. Один USB-C, второй USB-C. Ну, короче, розеток дофига и больше. Балкон. Оба. Видите, атаманка. Аж классно. Ну и соседский лайнер тут что? Surfside. Ты откуда взялся тут? Почему ты здесь оказался? Встретили Марка случайно просто на корабле, прикиньте. Мы разошлись давно. Просто он вышел из соседнего лифта. Мы потерялись, а тут Марк просто обиделся, убежал куда-то. Вышел из соседнего лифта, думал, как его искать будем тут? 10 тысяч человек. Короче, вот детская зона получается, да? Без детей. Детская зона, да без детей. Что может быть лучше, правда?
Все, теперь я знаю уже. Все, деды сидят, бухают. Все нормально, короче. Живая музыка, бар. А что, Deck Six пойдем пешком или что? Ну, по-моему, ожидаешь, да? Ну да, наверное. А, это итальянский ресторан, наверное, я понял. Судя по запаху чеснока, здесь итальянский ресторан, похоже. Вот мы на самой верхней палубе, на 17-й, знаете. Здесь неплохо. Чил. Чуваки уже в бассейне, все дела. Здесь вот лежаки. Музычка классная. Джакузи. Блин, вид на Майами тоже такой тут неплохой. Иху. Смотрите, какая прикольная. После бассейна помыться. Так, мои все, убежали. Ищи где хочешь. О, она. Дети все выдохнули, взрослые успокоились, выпили по стаканчику, короче говоря, и принялись отдыхать. Потому что чемоданы разобрали. Марк побежал на горки с Катей. Мы только заехали, еще прошло сколько, 2 часа. А уже сейчас себя чувствую, что как дома, хотя много чего еще тут предстоит разобраться. Я уже немного проголодался. Надо сейчас будет пойти выбрать место для еды. Главный ресторан — Windjammer. Так, осталось за малым делом. Найти мне где-то наш едоков. Маркел опять нашелся. Нашелся в джакузи. Неожиданно, да? Гонка, она как гонка. То есть там 2 человека одновременно стартуют, кто первый приедет, и снизу там вот они так настолько близко. А еще там прозрачная часть. Мы так долго были в пути и проголодались, что самое время отправиться на обед. Идем в Windjammer. Ресторан Windjammer — это визитная карточка круизных лайнеров Royal Caribbean. Это место, где можно поесть в любое время дня, будь то завтрак, обед или ужин. Есть и другие опции, я о них тоже расскажу. По форме это огромный буфет, шведский стол, где вы можете сделать неограниченное количество подходов к любой станции. Тут есть выбор классический для Америки: бургеры, стейки, крылышки, картошка фри. Есть салат-бар, есть сифуд, есть макароны, паста, азиатский вок, индийская кухня. Огромный выбор сладкого, фруктов и сыров. Из бесплатных напитков есть вода, какая-то сладенькая вода с сиропом, кофе, чай, молоко. Есть бар, в котором на завтрак можно взять свежевыжатый апельсиновый сок, ну или кто что по утрам пьет в баре. Короче, тут такая зона, видите, чил. И бассейн детский, и джакузи. Здесь у нас спа-зона. Hello. А, это кинотеатр, видимо, или для шоу. Смотрите, какая. Короче, это зона шоу, видите? Красиво здесь, конечно. Дэвис 65, Birthday Cruise. То есть семья, короче, кому-то 65, да, и отличный круиз. Все красиво. Какие-то красоты. Видите? Торговля. Это их брендированная, короче, Royal Caribbean. Мерч-то. Классно. Эти колечки Royal Caribbean. Ну, молодцы, что.
Представляете, я столько мест уже оббежал, чтобы показать вам, а мы еще даже не отошли от порта. В 5 вечера будет вечеринка по поводу отхода. Зайдем на нее и выходим в открытое море. Я затащил папу в бассейн. Я очень этим Потом горжусь. мы немного отдохнули в баре с бассейном или бассейне при баре. И перед ужином отправились посмотреть, как проходит конкурс «Самый сексуальный мужчина в мире». У меня комментариев нет, no comments, смотрите сами. Мне только интересно, кто, по вашему мнению, мог победить. Оставьте свой вариант в комментариях, я вам обязательно отвечу. На ужин мы отправились в ресторан со скатертями. Здесь вас обслуживает официант. С официантом можно поболтать, он расскажет новости, посоветует что-то из блюд. Если вы будете выбирать между двумя блюдами, то принесет вам оба. Настолько они приветливые, хотят понравиться, и, в общем-то, счета нет этим яствам на вашем столе и на их кухне. Никаких дополнительных денег это не стоит. На главной палубе, на променаде, продолжились празднования по случаю начала нового круиза. Мы, естественно, там оказались и в наилучшем настроении. Вот эти ребята подготовили такой family look, и каждый хотел с ним сфотографироваться. Но они были только рады. Финалом этой вечеринки стал вот такой перформанс с шарами. Неплохая вечеринка получилась, но закончили мы ее в полюбившемся нам баре Dueling Piano, который мы проводили потом все оставшиеся вечера. Shoulders, knees, and toes. How are they doing so far, guys? Someone like you. I wish nothing but the best for you. Ну а дальше я расскажу вам, как у нас оказались устроены дни и что мы увидели интересного на корабле. Пришли на завтрак со скатертями в итоге. И будем есть мы по меню. Стол-то нам достался супер шикарный. Яйца на выбор, омлет, бейгл, бенедикт, тост, бургер. А у меня прям получился качан капусты в соусе с какими-то беконными обжарками. Такой бейгл. Сырную тарелку мы уже съели. После завтрака поднялись наверх. Здесь уже жизнь кипит. Все занято. Люди заняты. Катаются, загорают. Море сегодня не очень спокойное, да? Видите, такие барашки. Блин. Слушай, смотри, прикольные такие эти. Ой, привет. Какой пацан. Первый раз. Не знаю такого. Я думаю, просто русскоязычный и рад, да? Первый день после ночевки — это был так называемый день в море, когда мы идем без остановки
И весь день просто чилим на солнце, обдуваемые ветерком, попивая коктейли и винишко, и ничего не делая, только болтая и развлекаясь. Вот Виндджаммер, основной зал. Над ним горки вот. Есть такая палуба, а сейчас вот вид еще красивый. Такой предзакатный. Для подростков есть специальный клуб, куда вход открыт только для тех, кому от 13 до 17 лет, для тинейджеров. Но сегодня была тихая вечеринка в наушниках, и пришло много народу. В другом баре народ разминался перед большой вечеринкой на главной палубе, но тоже под живую музыку. Наш круиз стартовал из Майами 4 января 2025 года. После дня в море первой остановкой стал остров Роатан в Гондурасе. Далее следовали 2 дня в Мексике, Коста-Майя и Косумель. Затем день на частном острове Royal Caribbean Коко-Кей на Багамах. Еще 1 день в море и, наконец, 11 января возвращение назад в Майами. Этот ролик посвящен нашей жизни на борту корабля. А о остановках я расскажу в другом видео. Про те места очень мало информации. Вкратце, Гондурас в русскоязычном пространстве не так заманчив, а он очень неплох. Смотрите, как делают пинколаду на пляже, вообще. Такой аттракцион. Для начала поменяем ударение и назовем страну на испанский манер Ондурас. Переведем значение как глубины, ведь там второй в мире коралловый риф. И остров Роатан сразу получает плюс 5 очков к привлекательности. В общем, нам там очень понравилось. У нас появилось еще одно любимое место. Тот самый бар с бассейном. Проводим там время перед ужином. Затем случайно попадаем на тренировку аквашоу, заходим в ночной клуб, попадаем на латинскую вечеринку и падаем без сил спать. Так, мы прибыли в Мексику. Значит, тут такое пересечение, смотрите, МСЦ стоит большой корабль. Наш огромный тоже. И еще 3-й там, Мардигра. Ой, а цвета какие, смотрите, классные. Вот наш кораблик. А вот морька какое. Офигеть, да? Были когда-то в Мексике, 2 раза мы были в Мексике. По 2 недели, большие такие поездки у нас были. Узнаются прям берега вот эти вулканические. Сейчас мы хотим посмотреть Синод, хотим марку показать, Синота. Купили экскурсию на Виаторе, есть такой агрегатор, типа букинга, только для экскурсий. Вот. Вчера было крутое тоже день насыщенный. В 8 часов как встал я на завтрак, убежал. И вернулся в 10 часов в изнеможение. А Катя вернулась с Марком в 12. Ой, Мариачи, моя компания. Вчера у нас был ужин в итальянском ресторане Джованни. Да. Классный ресторан такой оказался вообще. Марк отправился на мюзикл один. Волшебник Оз. Это типа наш волшебник изумрудного города. Где Элли возвратится с Татошкой домой. А там у них Дороти. И тоже Татошка была. Прикольный. Видел ты ли что-нибудь лучше в своей жизни? Нет? Смотри, какие коктейли. Вижу. Ну вот, народ, короче, даже отсюда не уходит никуда. Да? Ну да. Павел. Погода не располагает к семицветию никакому. А потом побежали деньки. Провели отличный день на Коста-Майя. Мы ездили смотреть семицветную лагуну Бакалар. Это не песок, это Но камень. там многое зависит от погоды.
Из Мексики. Не хотите такое? Так, здесь немножко можно видеть, как выглядит наш корабль по сравнению с соседним. Но надо сказать, что соседний не самый большой. Смотрите, как отмечают свои каюты туристы. И даже, я бы сказал, обозначают свою принадлежность. Одни пишут «Мы из Канады», другие говорят «А у нас вообще алкопакет, аккуратней типа». Сумели прямо людно. Два красавца какие-то стоят. Тюи. Стоит наш здоровяк. А рядом Voyager of the Seas, на котором мы ходили когда-то из Австралии. Классный тоже корабль. Кто-то с обезьянкой. Белая, привет. Немного смазанные впечатления от Касумеля. Там нам попался непорядочный оператор экскурсии, но мы все равно смогли выкрутиться и получили огромное удовольствие от посещения Касумеля. Рассказываю обо всех приключениях в этом ролике. Ссылка выше. Зона для тех, кому больше 18 лет. Не то, что что-то происходит, просто чтобы детей не было. С чем нам приходилось бороться, так это с расписанием. Что я имею в виду? Что бы ты ни распланировал, успеть все практически невозможно. Потому что идешь на вечеринку, а тут еще мероприятие, а там другое. А здесь пианист играет, а тут чемпионат какой-нибудь проходит. Мастер-класс по танцам или еще чего. Ну как все успеть? При этом ты все время в движении. На воздухе, на воде, подъем рано. Мы выходили одними из первых на стоянках. 8-8:30 ты уже выходишь. Возвращались последними. А тут тебе бассейн, а тут бар, а тут вечеринка. В 11 ночи уже ноги отваливаются, а все только начинается. Тут парад, тут клуб, тут еще что-то. В общем, отдыхали на разрыв. И оттого эти дни в море, которые считаются проходными, были очень кстати, чтобы отоспаться и отдохнуть. На корабле живет собака. Все дети, естественно, хотят ее увидеть, ищут. Нет, не в Центральном парке ее можешь встретить, а, например, на сессии вопросов и ответов, на которую привели Ровера, так зовут этого золотистого ретривера. Мы обжились на корабле, сходили практически на все шоу, видели 2 разных шоу на льду, шоу жонглера Карио, которое нам не очень понравилось. Когда мы были на Кока-Кей, познакомились с участниками аква-шоу, ребята из Барселоны. Поболтали, поиграли в настольный теннис. На само аква-шоу потом мы сходили 2 раза. Вот такой рейтинг шоу у нас получился.
Марк до ночи катался на водных горках, вечером очереди меньше. Познакомился с кучей ребят из разных стран. На корабле было аж 2000 детей, как нам сказал Босик из ресторана. Не соскучишься. Да и вообще, народ на корабле очень приветливый и открытый. Как персонал, так и гости. Times never seem so good. Приехали на Кококей. Такая вот здесь атмосфера. Выглядит просто как идеальный райский остров. Voyager of the Seas. Опять с нами. Ох, ступили на землю багамскую, как качан тебе по багаму идет. По багамам, как по метрогородку. Да, идем уверенным шагом. No jumping, please. Она пугает русалок. Да. Кукуруза, горячая кукуруза. Последняя остановка – это Кококей. Это Багамский остров, который выкупила круизная компания. Устроила тут курорт на свой манер и возит туристов. Организован аквапарк, кому мало горок на корабле. Мы же просто погуляли, не скажу, покупались. Вода была холодна, не больше 20 градусов. Колеса на коляске и такие же огромные, как очередь. Чтобы не идти 15 минут, люди стоят 15 минут. Потом едут на трамвайчике 10. Господи, такая деревня, эти Багамы вообще. Мы составили и свой рейтинг остановок. Это считается фирменной остановкой Royal Caribbean. Видите, они ее даже используют в своей рекламе круиза. В рекламе вы также видите стоимость тура, которую я и подтверждаю. Если вам было интересно, ставьте лайк, комментируйте, задавайте вопросы. Я всем отвечаю лично. До новых встреч!